Наверняка каждому знакомо это неприятное чувство. Запускаешь приложение, а оно, не работает. И это, конечно, раздражает. Но вот для разработчика любая ошибка — это не какой-то провал, а баг. То есть дичь, за которой предстоит охота. И сегодня мы как раз и научимся быть лучшими охотниками. Итак, вот наш план действий, наша карта охотничьих угодий. Сначала разберемся, как вообще устроен баг, затем посмотрим, какими инструментами пользоваться, изучим профессиональную методику выслеживания и, наконец, научимся строить такую защиту, чтобы баги обходили наше приложение стороной. Что ж, первый шаг в любой охоте — это, конечно, изучить свою цель. Для нас, как для разработчиков, это значит понять, с каким именно типом бага мы столкнулись, ведь от этого зависит вся дальнейшая стратегия. Так кто же они, эти самые баги, наши неуловимые враги? Оказывается, у них есть своя классификация. Давайте-ка разберемся в основных типах программных ошибок. Смотрите, синтаксические ошибки — это как опечатки. Их часто отлавливает сама среда разработки. Скажем, в визуальных конструкторах вроде App Inventor их совершить почти нереально. Ошибки выполнения или данных обычно приводят к тому, что приложение просто падает, громко и заметно. А вот самые коварные — это логические. Приложение работает, не выдает никаких предупреждений, но втихую делает совсем не то, что нужно. Представьте банковское приложение, которое незаметно для всех неправильно считает проценты. Вот за такими тихими диверсантами охотиться сложнее всего. Для успешной охоты нам, конечно, понадобится правильное снаряжение. Давайте рассмотрим наш арсенал. Это не какие-то суперсложные функции, а на удивление простые, но очень мощные инструменты, которые должны быть под рукой у каждого. Посмотрим на наши главные инструменты. Do-It — это, по сути, наша цифровая лупа. Она позволяет мгновенно заглянуть внутрь любого блока и увидеть, что там происходит прямо сейчас. А Notifier — это своего рода маячок-трекер. Его можно прикрепить к любой переменной, чтобы отследить ее путь и посмотреть на ее значение в любой точке кода. Итак, снаряжение у нас есть. Но даже самый лучший охотник без методики, знаете ли, обречен на провал. Профессионалы действуют не хаотично, а следуют очень четкому, проверенному временем алгоритму из 5 шагов. Вот он. Этот цикл — основа основ. Воспроизвести, предположить, найти, исправить и перепроверить. Следуя этим шагам, можно выследить и поймать абсолютно любой, даже самый хитрый баг. Чтобы это не было просто сухой теорией, давайте разберем реальный случай. Перед нами простой калькулятор, и у него проблема. Он почему-то вычитает, когда должен складывать. Первое и самое главное правило охоты — нужно научиться вызывать ошибку по команде. Раз за разом. Стабильно. Только если мы можем ее надежно воспроизводить, у нас появляется шанс ее изучить, понять и в конечном итоге поймать. Наша гипотеза до смешного проста. Скорее всего, где-то в коде вместо блока сложения стоит блок вычитания. Как это проверить? А вот тут в дело вступает наша лупа, инструмент Do-It. Применяем его прямо на блоке вычислений и мгновенно подтверждаем свою теорию. И вот он момент истины. Мы точно знаем, где проблема, а значит, можем сделать точечное исправление. Просто меняем один неверный блок на правильный. Неправильный блок вычитания уходит, на его место встает правильный блок сложения. Все, баг пойман. Казалось бы, все, можно праздновать победу. А вот и нет. Профессионал всегда делает 5-й шаг. После того, как мы починили кнопку «плюс», мы обязаны перепроверить, а не сломалось ли что-то еще. Работают ли кнопки «минус», «умножить», «разделить». Вот это и есть регрессионное тестирование. Проверка, не сломали ли мы что-то старое, пока чинили новое. Мы научились охотиться на баги, и это отлично. Но еще круче сделать так, чтобы охотиться было просто не на кого. Давайте перейдем от исправления ошибок к созданию настоящей защиты, которая предотвратит их появление. Так как же нам не бегать за каждым багом по отдельности? Ответ простой. Нужно строить защитные рубежи, и главное из них — это профессиональное тестирование. Это не какие-то хаотичные клики по кнопкам, а целая выстроенная система обороны, которая и помогает создавать по-настоящему надежные, пуленепробиваемые приложения. И основа этой защиты — это так называемый тест-кейс. Что это такое? По сути, это просто четкий рецепт для проверки одной конкретной функции. Он описывает, что нужно сделать, какие данные ввести и какой именно результат мы должны увидеть в итоге. И вот здесь, знаете, проходит такая четкая черта между любителем и профи. Проверить, что 2 плюс 2 равно 4 — это легко. А вот что будет, если сложить число с текстом или разделить на 0?
Настоящая проверка качества приложения — это то, как оно ведет себя вот на этих границах, в экстремальных, нештатных ситуациях. Поверьте, именно в этих темных углах кода и прячутся самые противные баги. Так к чему мы все это? А к тому, что умение не просто писать код, а систематически находить, исправлять и, что самое важное, предотвращать ошибки, вот это и есть настоящий признак мастерства в разработке. И в завершении давайте закрепим главную мысль. Ошибки — это не провал, это нормально, они неизбежны, они есть в коде абсолютно у всех. Настоящий профессионализм проявляется не в отсутствии багов, а в отточенном навыке хладнокровно, методично и эффективно их выслеживать. Так что вопрос не в том, столкнемся ли мы с багами, а в том, насколько хорошими охотниками мы станем.